Здравствуйте, дорогие мои друзья, гости моего канала. Меня зовут Ольга. Сегодня я хотела бы с вами поделиться, как я плету такие подносы с вот такой вот косичкой. Как сплести имитацию цветка сакуры. У меня есть подробное видео на моем канале. Ссылочку на него вы увидите сейчас в верхнем правом углу. Работая над подносами, я нашла, как сделать смену цветов незаметную. Можно сделать смену цвета, если применить незаметное наращивание, которое хорошо делать на горизонтальной поверхности. Я уже его показывала. Я не знаю, кто придумал из мастеров это, но я видела, что им пользуются довольно часто. Так, я срезаю трубочку вот так, поднимаю, вкладываю сюда трубочку цвета, который мне нужен. Вкладываю вот подальше здесь. Это вот кончик. Я вот так заверну. Так, поменяли цвет. И следующую трубочку я срезаю. И поднимаю стоечку. Вот, и закладываю трубочку прямо сюда. Опускаю стоечку. И уже новой трубочкой другого цвета. Сейчас я ряд проплету и покажу изнанку. Смотрите, с изнаночной стороны, вот места наращивания, вот отсюда пошел, вот мы закладывали трубочку, здесь вот видно, просто пошла трубочка другого цвета. Нету вот того, что вот мы приклеиваем здесь. Получается половина трубочки одной, половина другого цвета. Одного цвета и другого цвета. То есть получается незаметная смена цветов. Но обнаружилась другая проблема. Так как мы плетем поднос, и середина имеет очень важное значение, видите, ряд я здесь проплетала по спирали, не оканчивала, и в результате вот получилось вот так. То есть мне надо будет сейчас расплести то, что я развела стойки, и уже плести, закрывать ряды. Каждый ряд я буду закрывать, чтобы вот такого вот не получилось. Поэтому надо плести и закрывать каждый ряд. Я расплела, вот, увлажнила немножко трубочки, вот наши, которыми я плела. Так как они обработаны, лак вода. Как я обрабатываю трубочки, вы можете посмотреть по ссылочке, которая сейчас в правом верхнем углу вашего экрана. Вот они легко приняли прежнюю форму. Так, теперь мы будем плести не по спирали, а оканчивать ряды. Что это значит? То есть вот я развожу стоечки, последнюю стоечку я проплетаю здесь прямой веревочкой, а здесь я должна была плести вот так, но я меняю на обратную веревочку. У нас ряд закрылся. И плетем опять, продолжаю прямой веревочкой. Так, пробуем еще раз. Просто закладываем трубочку под стоечку. Так,
И так как у нас здесь смена еще, мы новый ряд начинаем, мы клали, вот плели прямую веревочку, а теперь окончание ряда мы проплетаем обратной веревочкой, то есть наоборот. Придется подложить на клей, потому что здесь еще у нас смена ряда и смена цвета, она выскакивает. Поэтому мы ее нарастим здесь на клей. Так, проплели ряд, закрыли его. Вот. И сейчас будем закладывать еще одну трубочку. Прям под стоечку просто заложить, накрыть ее. Все, и начинаем плести. Оканчивая ряды того, что у нас было, то есть вот здесь вот неправильно получился ряд закрытый. Вот еще раз показываю. Мы плетем прямую веревочку, как мы плели, а заканчиваем вот. А заканчиваем этот ряд не вот по прямой, как мы плетем, а проплетаем обратную веревочку. Как плетем, проплетаем последний стежок, как обратную веревочку плетем. И вот наш ряд закрылся. Смотрим с этой стороны. С этой стороны вообще не видно места смены цвета. То есть вот здесь вот мы меняли цвет, отсюда сразу пошла трубочка наша другого цвета. Нету места, где меняли цвет. Дальше, плетя свой поднос, я также буду наращивать таким же способом, потому что, чтобы не было видно смены цвета, на горизонтальной поверхности я всегда делаю так наращивание, потому что это удобно и не видно, где мы наращивали трубочки свои. Для того, чтобы она не прямая вот так вот была, я чуть-чуть ее подворачиваю, чтобы она лучше села. Поднимаю стоечку. Опускаю стоечку и плету. Поднимаю стоечку. Заканчиваем ряд. Плетем прямой веревочкой, а последнюю часть проплетаем как обратную веревочку плетем. Вот он закрылся. Вот мы дошли до смены цвета. Здесь я чуть-чуть под уголком срезаю, но так, чтобы она вот не проскочила сюда. А то, когда мы будем сейчас проплетать, она может проскочить туда. Вот поднимаю стоечку и другую трубочку закладываю вот дальше даже, чем не сюда, прям вот так вот она выскочит, вот подальше ее. Пальцами прижимаю. Эту тоже поправляю, чтобы она вдруг они на друга легли. Вот здесь вот придавливаю, потому что
место утолщения, чтобы было сильно незаметно. Вот кусочек, который у нас вышел, если он у меня виден, я его заправляю сразу. При таком наращивании удобно использовать все трубочки, у которых срезано удобное место наращивания. То есть у которого кончик срезали, надо было надставить, и она почти целиковая трубочка осталась, но сам вот этот вот уже не вставишь хорошо, кончик. Поэтому здесь можно и эти вот именно на этом наращивании очень хорошо вот эти трубочки использовать. Вот мы нарастили. Сложили их одну на одну, придавили и плетем дальше. Вот я плету, как я всегда плету, эту часть проплетаю веревочкой прямой, как прямую плету, а обратную вот я должна была сейчас вот так плести. Вот она должна была пойти вот так вот. Я меняю их местами. Вот так. То есть она пойдет первая, нижняя первая, потом. И в результате наш ряд закрылся. Подошло время добавить стоечки, потому что здесь большое расстояние между трубочками уже. Я срезаю концы, чтобы под прямым углом они были. Капаю клей. В шприц у меня налит клей титан. Вот чуть-чуть клея. И просто вкладываю трубочку в серединку. Еще я добавляю стойки другим способом. То есть я не в стык вот так прикладываю, а чуть-чуть выпускаю на изнаночную сторону, а потом я подтяну, и будет тоже не видно. То есть чтобы сейчас полегче было заправлять их, я просто кладу стоечку. Сейчас я переведу на изнанку и покажу. Подкладываю. Если перевернуть наизнанку, вот они, добавленные стоечки, вот так вот будут лежать. А потом я проплету 2-3 ряда и подтяну их, чтобы было не видно. Пока я добавляю стоечки, наращивание я произвожу на клей. Трубочки у меня накручены на спицу 1,5 миллиметра. Ширина полосы 7 сантиметров. И теперь подтягиваю. Главное только не вытянуть лишнее. Я проплела достаточное количество рядов для того, чтобы по моей форме я буду дальше плести. Подняла стоечки. Я еще раз добавляла стоечки, как я показывала ранее. Подняла, когда окончила плетение, через 2. Теперь я буду вставляю форму, меняю цвет на рабочих трубочках и начинаю плести веревочку в 3 трубочки, чтобы получить красивую косичку. Здесь 3 ряда проплела просто веревочкой в 2 трубочки, потом сделала подъем для рук, вот 2 ряда проплела. Сейчас я буду срезать то, что осталось,
И вставлять для загибки светлые трубочки. 2 штуки. У меня загибка будет на 2 двойные стойки. Оплела круг, еще один сделала ряд и просто срезала рабочие трубочки перед стойками. Теперь я буду делать загибку. Загибку я буду делать такую, как я училась ее делать по мастер-классу Ольги Рожковой. Ссылочку на ее видео я дам в описании. Первый ряд просто заводится. Просто заводится за соседнюю стоечку. Дохожу до конца. Вот здесь вот по рисунку. Трубочки для этой загибки у меня накручены на спицу 1 миллиметр. То есть, если для всего плетения у меня то трубочки я брала накручены на спицу 1,5 миллиметра, то здесь 1 миллиметр, поэтому они внутри очень плотные, для того, чтобы как можно меньше было перегибов. Так, переходим ко второй части. Ольга в этой загибке использует палочки. Я тоже буду, потому что это... Спасибо ей большое за этот видео мастер-класс. Берем наши трубочки, заводим под 2. Так, здесь место резервируем. Под 2 и выводим наверх. Следующее место резервируем. Под 2 опять и выводим наверх. Итак, плетем нашу косу. Все стоечки, трубочки выводим наши наверх. Под 2 наверх.
Переходим к третьему этапу загибки. Так как мы снизу заводили за 2, сверху мы будем заводить тоже за 2. То есть я беру трубочки, отсчитываю 1, 2 и завожу сюда, в это отверстие. Единственное условие: трубочки не должны перепутаться. Вот, то есть вот одна, и сверху, так как здесь она выходит отсюда, она ложится сверху. Вот, то есть они не должны быть наоборот. Перепутаны, или вот так лечь. Они должны, вот они выходят вот так вот и должны также лечь. Дошли до начала ряда, заканчиваем наше плетение по рисунку. То есть мы должны одну вот сюда, где выходит вот сюда, вот вставить, вторую вот сюда. То есть я чуть-чуть ослабляю вот это, то, что мы уже вставили. Вот, ослабили. Здесь под ней, вот углубление, вот сюда надо вставить. Ты подрезала чуть-чуть, чтобы не мешались кончики, потому что поднос низенький, чтобы они не мешались. Сейчас поднос мой готов. Сейчас я буду его грунтовать, а потом буду уже срезать до конца вот эти вот. Грунтую я так как это поднос, я разбавляю с водой совсем немного. Хочу вам пожелать всего доброго, всего хорошего, успехов в вашей жизни, успехов в вашем творчестве. До свидания.